Добрый день! К вашему вниманию кварцгрунт хотим представить. То есть это грунтовка с кварцевым песком. Она создает шероховатую поверхность для удобства нанесения фактурных штукатурок. Также мы с этим материалом, с кварцгрунтом, наносим классическую карту мира, рисунок, эффект. Укрывает, то есть она площадь укрывает, стена становится белая и шероховатая. Смотрим, как наносится. Наносится так же, как обычная краска, как обычная грунтовка, валиком на стену. В один слой, хотя я видела некоторые видео, пишут в два, мы наносим в один, потому что смысл какой? В два. То есть вот посмотрите его консистенцию, он белый. То есть белый материал с кварцевым песочком. В чем его плюс? Для того, чтобы нанести карту мира, нужно нанести кварцгрунт, подсушить его немножко, высохнет он самостоятельно, либо вот мы на выкрасах его иногда сушим феном строительным. И все, и наносить уже островки. Карту уже наносить только по кварцгрунту, никакого дополнительного слоя травертина делать не нужно. Кварцгрунт также используется для фактурных штукатурок. Торговая марка Effectum, напоминаю, мы представляем торговую марку Effectum. По кварцгрунту очень удобно наносится Прованс, Ривьера, то есть вот такие вот фактурные штукатурки, минерал в том числе. Хорошая сцепляемость у нее и расход меньше получается. В принципе, все. Вот такая была стена у нас коричневого, бежевого, такого темного цвета, а стала она белая. Мы с вами встретимся для дальнейшего нанесения примерно через полчаса. Материал подсохнет примерно через полчаса, хотя по рекомендации может лакокрасочная продукция до 24 часов. Конечно, это зависит от влажности в помещении. Если на улице ливни и отопления в квартире нет, или в доме, понятно, что влажность высокая и высыхание длительное. Но сейчас у нас везде работает отопление, поэтому высохнет у нас быстро. И также еще это зависит от высыхания кварцгрунта. То есть вот такой вопрос иногда задают. Вот мы кварцгрунт нанесли, сколько нужно ждать? Стены как впитывают, от этого тоже зависит. Почувствуете, потрогаете рукой. Если переживаете, то нанесите сегодня, а эффект уже будете делать завтра. Мы обычно покрыли, пошли чай попили, вернулись, наносим. Мы с вами нанесли кварцгрунт, он у нас высох. Я хочу показать, как на кварце можно сделать карту мира. То есть получается, что расход материала очень маленький будет. Кварцгрунт — это грунтовка с кварцевым песком. И на карту мира расход травертина 600-700 грамм будет, если таким способом. Получается, смотрите, вообще декоративная штукатурка — это такой материал, люди годами учатся его наносить. Лучше вызывать мастеров. То есть у нас есть в компании мастера, кто вам нанесет любой эффект. При покупке материала скидка на работы 15%. Если вы хотите штукатурку, но у вас нет возможности оплатить работы, мы для этого снимаем видео. Вы можете сделать это самостоятельно. С какими-то, может, небольшими погрешностями, либо вы просто творческий человек и хотите сами нанести. То есть, смотрим. Кварцгрунт мы покрыли просто валиком, грунтовку. Она создала шероховатую поверхность и окрасила стену в белый цвет. Наносим карту мира, эффект карты мира. То есть я делаю вот так. Можно сделать по-другому, я чуть позже покажу. То есть я делаю вот так. И вот это мы переносим разносторонними движениями на планшет. На стену в вашем случае, Вот что получается. Снова берем материал на кельму. Делаем вот так. И переносим разносторонними движениями на планшет.
Для того, чтобы, например, было быстрее, можно взять кельму покрупнее размером. Или можно на крышке ведра, ну, например, вот, да, на крышке ведра. Раз. И мне так удобнее, я буду делать так, как мне удобно. И вы делаете так же, как вам удобно, так и делайте. Дальше. Вот это вот все нам нужно торцом кельмы. Ну вот рабочая сторона правая у меня. Также разносторонними движениями пригладить. Мало. Посмотрели, допустим, мало, да, вам показалось, добавляем. В те места, где вам кажется мало островков, добавляем. Вам не нужно ждать, когда высохнет стена. Вы дорабатываете сразу, вы вот возьмите себе объем какой-то, нанесите и работаете с ним. Вот он нравится вам? Дальше переходим на следующий. Давай приближу. Приближай. Мы сейчас работаем с материалом травертин для внутренних и наружных работ. Делаем классическую карту мира. Также получается, что можно ее сделать, ну вот этот именно эффект можно сделать и из лофта. Из лофта будет поменьше расход, потому что там помельче фракция мрамора и, соответственно, можно сделать расход меньше. Можно сделать этот же эффект из материала минерал. Мы позже будем рассматривать все эти материалы. Минерал, эффект по сути будет очень похож, максимально похож. Он будет стоить подешевле, но травертин надежнее. Травертин — это материал для внутренних и наружных работ. Вот получается вот такой эффект. Карта мира. Она сейчас сырая, подсохнет. Мы вернемся и покрасим ее или покроем чем-нибудь. Ну, там в процессе придумаем, что с ней сделать, чтобы она была законченная. Ждем высыхания материала. В среднем лакокрасочная продукция 24 часа. Но все зависит от влажности в помещении. Если на улице ливни и отопления в квартире нет, влага высокая, соответственно, материал сохнет дольше. Если зима, батареи жарят вовсю, он быстро высохнет моментально. То, сколько там, полдня обычно. Мы вот если делаем на объекте, мы наносим, потом часа через 2, через 3 мы уже можем возвращаться и покрывать. Все от влажности зависит. Ну, конечно, 24 часа будет надежнее, я думаю. У кого нет опыта, не торопитесь. Лучше дождитесь полного высыхания. Высох наш травертин, подсох. Прошло некоторое время, то есть мы можем его закончить. На ощупь он немножко сейчас не очень приятный. То есть нужно его шлифовать, либо почистить. Торцом кельмы я его чищу. Кто хочет, тот может шлифовать. Но это долго и пыльно, ни к чему. Вот так. Все.
бояться, а просто покрасить его в один цвет и по верхушкам пройтись какой-либо лазурью, то есть выявить вот эти островки с помощью лазури. А в основном цвет будет один и тот же. Смотрим, как это делать. Берем валик, ну как обычно валик, он у нас, как мы уже раньше говорили, не с таким вот крупным ворсом, а средний или мелкий ворс. И красим. Красим водоэмульсионной краской, колерованной. Когда вы приобретаете материалы в салонах Гуродекор, мы вам комплектуем. То есть вам не нужно будет бегать по отделам и искать. В одном месте вы купите травертин, в другом месте краску, в третьем заколируете. Мы все сделаем вам, вы заберете готовый комплект. Вот такой вот комплект, травертин, именно травертин, он вам обойдется за квадратный метр примерно 260-280 рублей. За квадратный метр. И как я уже раньше говорила, такой же примерно эффект можно сделать с помощью минерала. Минерал – это материал для внутренних работ, а травертин он для внутренних и наружных. Так вот, если вы будете делать вот такой эффект карты мира из минерала, он вам обойдется примерно 210 рублей за квадратный метр. Очень много зависит от толщины нанесения, от количества вот этих, то есть кому-то ведь надо такие вот огромные такие острова. То есть здесь вот такой эффект он будет из травертина 260 примерно, 280, из минерала в районе 210. Это статистический расчет. Краска сохнет достаточно быстро. Как еще раз обращаем внимание, она укрыла за один раз. Слои, там 500 слоев красить не нужно. Один раз покрасили и все это укрыло. Ждем какое-то время. И дальше мы покроем лазурью по верхушкам, губочкой, аккуратненько сверху. Краска высохла. Покрасили, краска высохла. И дальше поэкспериментируем немножко. Я хотела покрыть по верхушкам воском, перемешанным с лазурью. Но потом передумала и решила поэкспериментировать. И покрыть веченцей. То есть, веченцей покрыть губкой. По моим предположениям, что даст веченца. Мы уже ее делали в первом видео. Это песчаное покрытие перламутровое, эффект песчаных вихрей. Покроем по верхушкам, и по моим предположениям должен такой иней появиться, когда он высохнет. Ну, тоже по верхушкам. Хотя можно было бы и кистью, но... То есть веченца это не просто перламутр, он еще и песочек такой создает. И вот у нас есть один выкрас в азбуке, такой тоже пользуется спросом, он такой иней создает. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Экспериментируем вместе. Чем меньше мы боимся его, тем лучше он получится красивее. Кстати, я веченцу подколеровала чуть-чуть слегка в цвет краски. Совсем слегка, голубоватенький оттенок. Мы покрыли немножко по верхушкам веченцей, которая слегка-слегка, вот остаточки, подколерована в тот же цвет, что и краска была. И смотрите, что у меня получилось. Верхушки покрыты, а губкой я где-то сильно нажала и залезла вот в такие, в углубления тоже. Теперь, чтобы было симметрично, мне придется добавить еще в несколько мест таких вот, для симметрии. Снимаем? И это даже будет красивее. То есть несколько мест я посильнее добавлю, чтобы внутри тоже оказалось. Так, теперь у нас пятерочкой какой-то вышло.
иногда еще хочется уйти кусочком. Что ты сейчас делаешь? Покрываю. Местами просто я вижу, что надо еще покрыть. Ну, мне нравится. Я не знаю, как вам, мне нравится. Давайте предположим, что он высох. Хотя он, когда высохнет, он будет немножко иначе. Вот примерно так он выглядит. Примерно так он выглядит. Посмотрим, как высохнет. Еще раз напоминаю. Это травертин. Первый слой кварцгрунт. 200 грамм на квадратный метр расход. Второй слой у нас островки. Мы делали их из травертина. Травертин в данном случае, ну, примерно 800 грамм на квадратный метр. Мы его покрасили сверху краской ВД Профи, колерованная в аппарате. Цвет не помню, но это не важно, вы можете в салоне любой цвет себе выбрать. И покраской по высохшей мы немножко, чуть-чуть по верхушкам прошли веченцей. Можно было сделать это и лазурью, но веченца, она, когда мы ей фактурную штукатурку поверху дорабатываем веченцей, она такой иней придает. То есть это вот неповторимо, ни одна лазурь такого не дает, как веченца. И стоимость такого выкраса примерно 280 рублей за квадратный метр в травертине. В салонах Городекор, Азбука ремонта, Молодежная 107Б, 144, Мол Матрица, Баранова 87, офис 9.